Ой, что-то как-то у меня тихо все. Привет, мангустер. У меня немного упрощенная теперь моделька, поэтому так. Вот. Блин, мне кажется, чат слишком какой-то огромный. Вот так вот нормально, да? Так, что у нас сегодня будет Шерлок? Когда-нибудь мы его закончим уже. Это не точно. Так, все окей. Вам все видно? Я надеюсь, что видно. Так, и мне нужно быстренько посмотреть, что у нас там с... Что у нас там с... Что у нас там? Так, вроде бы не тормозит, да? Сейчас еще посмотрим. Так-то не должно. Почему у меня опять моделька улыбается постоянно? Я не через рик сижу. Рик вроде только 2D модельки поддерживает, насколько мне известно. Если нет, то я не знаю, как туда в RAM файлы загружать.
Я много какие пробовала, которые именно 3D модельки в РМ поддерживают, но мне вот именно вот с которой я сейчас сижу, она более удобная. Потому что другие, либо там даже английского языка нет, только японский. Так, подождите-ка. А куда нам? Блинский, почему нас так выкидывает далеко постоянно? Welcome, sir. Enjoy the event, sir. You have such pretty hands. Так, кому... Are you able to help me? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Так, нам... У нас вроде какое-то задание от Джона есть. Да, Джон попросил добыть сведения для сенсационной статьи о здешних богачах. Ну как нам это сделать? Спасибо, Sea of Life. Ну, ты вроде заговорил, это уже на прошлом стриме, разве нет? Давайте на всякий случай настройки сбавим. Так. Мне кажется, что мы должны именно Фогеля найти. Но как его найти? Джон тут не скучает. Так, тихо. Я тут просто стою. Так, ты запомнил, какие там ответы были? Так. Ура! Желтая пресса. На предыдущем... Пресса, я так сказал, пресса. На предыдущем званом вечере произошел скандал. Сейчас. Итак, на предыдущем званом вечере произошел скандал. Прусская графиня застала своего жениха, заместителя губернатора Коудена, в компании молодых людей. Союз имел исключительно политический характер, но чувства графини были подлинными. После этого случая отношения Кордона и Пруссии разладились. Мало кто выступил против заместителя, но губернатор его уволил. Я поняла. Я поняла, что нам нужно делать. Ходим и подслушиваем,
Let me know if you need anything, sir. Curtains do not guarantee privacy. And you still need a crack. Ты что despite being a theory. подсматриваешь? Блин, что он вообще какой-то это? Do you know what was Опа. here before Manchiosa's family bought it? Do you know what was here? Ой, не то, не то, не то, не то, не то. Заново. Was being very stealthy, Sherlock, and you threw it all away. Так, у меня там все нормально? What was here? У меня что-то вылетело или нет? Или да? Так, у меня вроде бы все нормально, подождите. Ребята, у вас все нормально со стримом? Do you know? Все хорошо? Это хорошо, что все хорошо. Желтая пресса. До Манчиосов особняк принадлежал архитектору, который увлекся оккультизмом. Он всю жизнь стремился воспроизвести описанный в старинном фолианте могущественный ритуал. Обычные магические круги оказались недостаточно мощными, и он возвел этот особняк. Можно заметить, что его стены образуют оккультные символы, а кое-где есть загадочные ниши. Однажды архитектор исчез, а в доме осталась только кучка пепла на полу. Возможно, он достиг своей цели. I'll pin them down with this scoop. Очень интересно. Thank you, Sherlock. Так, все, спор выигран. Наконец, теперь мы можем идти, зачем мы сюда пришли. Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. Короче, тут полная содомия какая-то. Или как это правильно назвать? Разврат. О. Так, сюда нам нельзя. Тут ничего интересного. А зачем нас тогда сюда пускают, я не понимаю. Так, и куда-то у нас там еще можно было пройти. Может, давайте немного пробежимся. Так, тут нам заблокали. Ой. Sherlock, friend. I wasn't sure you'd come. Как он узнал, что я это Шерлок? Berna, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our Привет, world айфон. and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. Huh. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both.
It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. Time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, Что за something more курительная spiritual. смесь там у него есть? Potentiated to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. My mind already operates at a far higher level than most. I struggle to believe anything could improve it. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next, visit the victims, ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, Нет, я не just like truth. учительница. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. If this solution truly does assist with thinking, then well, perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to... Я хочу химический анализ. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Так, а он уже взял ключ или нет? Надеюсь, что все. Подглядеть ни за кем не дают нам. Жаль. Так, от комнаты в библиотеке. Это, видимо, сюда. Так, не смотрите, если вам нет 18. Я просто не знаю. А, фух. Да я думала, там голенькая тетенька. My God. Was he here this whole time? А у нас тут убийство. Так, а можно как-то надеть? Блин. Так, я сразу сдалека пойду рассматривать тут все. Enough cigars to burn down the Кубинские entire сигары. Вино. mansion. An Нет, open это wound кровь. spoiled the carpet. Что я тут должна увидеть? Вино. Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. Why Плеточка. don't people tidy up after themselves?
The wounded person was Я here. постоянно забываю A bloody улики handprint on an прикреплять. Так, там у нас еще что-то. Тут ничего нет, окей. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. There appeared to be no further traces leading to the altar. Короче, мне кажется, вот этот Вернер, он не такой положительный персонаж. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. This elaborate box must be for the ritual dagger. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. The ointment smells... Нет, This вот oil тут. has a slight aroma of flowers and olive. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. Так, окей. A blunt-force trauma may have suffered an internal hemorrhage. This golden handle has a bloodstain on it. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. This worm-like sigil... Это же Наруто! О, нет, вот так нет. А вот так вот, да, это Наруто. The wound is deep. A precise strike reached the heart. This crude tattoo partially covers a slave branding. Что еще у него тут есть? The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. Блин, это тоже тут как тут. Когда он успел сюда прийти? Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. This is a different ritual. Сценарий ритуала. Я нашел сценарий какого-то ритуала с припиской в начале. Прочесть и отрепетировать. Манчиоз. На алтарь посреди цветов ложится обнаженная женщина, Гея, мать-земля. Тот, кто проводит ритуал, поливает ее маслом, чтобы пробудить утробу богини. Участники ритуала вместе взывают к тому, кто утолит тоску Геи. Затем выходит мужчина, олицетворяющий источник жизни, и сходит с ней в порыве страсти. Ой... Записка от Манчиоса. Матиста, не обделяй гостей вниманием, им с тобой скучно. Они не желают выслушивать твои бредни, дай им понять, как они прекрасны и какой ты можешь быть щедрый. Ты здесь для того, чтобы дарить им удовольствие и украшать жизнь. Не забывай, что каждый гость дорого заплатит за время с тобой. Манчиос. How can anyone accept such behavior? A useful tool for a disguise arsenal. Ой, что так свет мерцает? The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Identical to the robes the guests are wearing. Она уже успела переодеться, короче, это была женщина. More detailed set. Ну, мне так кажется.
Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio, Manchos. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Господи, это пиксель-хантинг. The key is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Что тут еще? А вторая дверь у нас закрыта, окей. Так, а что мы имеем? Так, надо пойти с этим поговорить сначала. Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears Для него, things для него, мне кажется, это нормально. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Вот там жаба Why did you долбаный. not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Pull yourself together, Werner. What is it about these nights that you were so eager to share with me? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere, often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for every unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary, there is still spectacle, stimulation, and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio, and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Huh, who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were Filling time? waiting for you stressful. Потом он пошел пить и Overindulged, perhaps. развлекаться. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil. Not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the Это мы altar. уже читали She represents про этот Gaia, ритуал, the как он проходит. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude.
Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. Не видел, потому что она и есть убийца. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. Да, он так намекнул, что Шерлок еще пока... Don't look at me like that. I was mostly so. Да, то I самое. suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later, only to find the lock was not blocked. Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. So, Это Sherlock, точно. do you have any ideas about the case? Так, давайте сначала... Тут. Обстоятельства смерти Фабио. Из груди Фабио торчит золотой ритуальный кинжал, на его животе кровью начертаны символы. Стены комнаты тоже изрисованы. А Фабио погиб, когда ему в сердце вонзили клинок. Фабио убили в ходе ритуала. Фабио положили на алтарь и принесли в жертву в ходе оккультного ритуала. И, кстати, про этого что-то говорили, что он оккультист. Perhaps. I think I can deduce what happened here. Привет, Джейсик. Так, здесь ему по голове должны были ударить, да. Есть еще какой-то вариант? Нет. Нам бутылка нужна. Так, тут довольно огромная площадка. А что, я еще что-то пропустила? А. You're not even trying, Sherry. Да ёпросы-то. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Мне кажется, навряд ли он тащит, потому что там же след руки был. Ладно, давайте попробуем. Да, ты был прав. Меня просто сбил с толку то, что там след отпечаток руки был.
Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you alright? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Да, опять он плавает. Так, кто-то напал на Фабио в курительной комнате и ударил по голове винной бутылкой. Затем нападавший поспешно запер комнату с алтарем изнутри, воспользовавшись собственным ключом. Преступник перенес умирающего Фабио на алтарь, вонзил ему в грудь ритуальный кинжал и нарисовал кровью вокруг алтаря оккультные символы. Убийца спрятал окровавленную одежду в старом шкафу. Убийца смыл с себя кровь, переоделся и скрылся из комнаты с алтарем. Давайте пока оккультные, потому что там символы какие-то были странные. Навряд ли... Ну, хотя... Ой, не то. Убийца... Привет, вино. У нас все хорошо. У убийцы был ключ от комнаты с алтарем. У убийцы был ключ, без которого не попасть в комнату с алтарем, которая заперта. Привет, Флинн. Так, хорошо. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So... Ну и видок у тебя. Блин, это так звучит, как будто это... Типа... Ну и видок у тебя. В таком контексте. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. I know you can untangle this mess. Так, стой. Это нервный господин в маске с золотыми звездами. Маски с золотыми звездами. Нервный господин. Вот что ли он. Ну, скорее всего, это он. Потому что у него звезды на маске. I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a Спасибо, sweet Флинн. voice you have. It must belong to a handsome young man. Тайфун сказал, что я Can I call you учительница. Sherlock? As you wish, Mr. Manchos. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. Did you know Fabio well? People are starting to look at us, Sherlock. Change the subject. I can't believe what happened to him. To me. Such an atrocity. Think what it means for me. A wonderful evening for so many good, influential, and rich people has been ruined. I have betrayed all my promises of exotic delights.
I don't understand. Surely a murder would affect your reputation to a greater extent. Please, isn't this why you are here? I thought you were a silent Да, magician. все верно, Джессик. Do your tricks. Солидная, Make it go влиятельная away. женщина. Самодостаточная. I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? Какой-то движ начался. Freeze, filth. You're under arrest. Вот такая музыка началась. Щелкунчика. Я поняла, это часть шоу. Увидите, они этими... Ну, мне так показалось. Что они какими-то ягодами стреляют. Или нет? Open Door FBI. Блин, мне так нравится эта музыка. Ну, такой кринж вообще. Почему-то реально так кринжово выглядит под эту музыку. Она за что? Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologize for the inconvenience. Your Grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we have Vogel in this letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig. Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Perhaps we can negotiate. I could be quite useful. Huh. Got you hooked, right? You know what? Не, у служанки там есть другой костюмчик. Горничная. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. I'm glad we managed to get the scoop before the raid. Так, отчет номер 6260. Получив сообщение о теле, найденном после сатанинского ритуала, полиция организовала обыск особняка Курта Манчоса. Полицейские арестовали нескольких подозреваемых и разогнали толпу людей в масках, которых застали за непристойными и противоестественными занятиями. Тело убитого с ножевой раной в груди было найдено на алтаре. Полицейские опознали убитого как местного артиста Фабио, 20 лет.
Арестованы подозреваемые. Фогель, при себе он имел письмо оскорбительного содержания, написанное рукой убитого. Утверждает, что обнаружил тело первым, известен излишней эксцентричностью. Холмс при себе имел орудие убийства, кинжал в крови убитого и другие улики. Его пригласил другой подозреваемый Фогель. Вероятная цель — попытка воспрепятствовать официальному расследованию. Блин, так-то да, у нас орудие убийства было, у него еще какое-то у них, видимо, какой-то был конфликт. Манчиос, владелец особняка, организатора сатанинского сборища, заплатил убитому за участие в ритуале. Имел доступ к месту преступления. Матиста. Партнерша Фабио и участница ритуала, пыталась скрыться с места преступления, оказывала сопротивление при аресте. При себе имела книгу с описанием ритуала, проведенного в комнате с алтарем. Несколько человек временно задержано для дальнейшего допроса. Back on track to solve the case. Показания свидетеля. Я, Сантос Пинчетти, хочу сообщить о подозрении на убийство в особняке Манчоса в Гранд-Сарае. Во время подготовки к званому вечеру я услышал громкие звуки из закрытой алтарной комнаты. И сразу понял, что Курт Манчос собственной персоной велел принести в жертву живого человека. Сантос Пинчетти, это же его, помощник какой-то. Я увидел на стенах кровь, везде были нарисованы странные символы, а из груди мужчины торчал кинжал. Справившись с потрясением, я поспешил сообщить все полиции. Из участка в особняк направили патруль, а свидетель вернулся домой. Талон на улики. Чтобы получить доступ к уликам по делу номер 6260, нужно предъявить этот талон. Так, давайте-ка переоденемся. Здесь нельзя переодеться, окей. Так, что у меня есть? Убийца смыл с себя кровь. Так, Пинчетти подозреваемый. Пинчетти следует арестовать и допросить. В своих показаниях он умолчал о том, что у него был ключ. Это точно. Так, ну и все, у нас пока ничего больше нет. Так, это у нас все нужно допросить у кого-нибудь. Так, а может тут я могу переодеться? Да. Look, I found Werner. Где? А, вон. Werner, are you all right? Oh, yes, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? There are lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really?
How many white lies have you told on this island? Я один Why раз not всего three? лишь Why not another? обманула. That Один is раз. absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. Так, давайте у него спросим... I don't think I can tell you anything about this. I can't follow you here. I can't follow you here. I don't think I can tell Так, you это anything about нет. this. I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti, Do I know him? the major domo of the manor. He cleans up after you. Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. Так, он о нем ничего не знает. Ой, тут кого-то пытали, походу. Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained. Ну, как раз он и есть, видимо. Although I don't mind meeting young officers. The new blood here. Ну, потому If you что мне cooperate in понравилось finding так Fabio's с этим murderer, there will костюмчиком. be no need to meet with the boars again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Ой, Nothing's фу, changed. как-то I'm пошло looking из for его уст это That's the звучало. only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. Довольный такой. Пользуется косметикой. Окей. В спешке мыл руки. Все ясно. Все ясно. Курт Манчос — человек состоятельный, распутный и экстравагантный. Это Курт Манчос. Организует у себя в особняке званые вечера для сливок кордонского общества. Проводит дни в компании столь же изнеженных людей, как он сам. Чтобы беречься от болезней при таком образе жизни, нужно постоянно следить за чистотой. Ради этого Манчос красит волосы и обильно наносит на кожу химические средства, что приводит к ожогам. Курт Манчос — человек состоятельный, распутный и экстравагантный. Организует у себя в особняке званые вечера для сливок кордонского общества. Проводит дни в компании столь же изнеженных людей, как он сам. При этом мистер Манчос пытается скрыть свой возраст от молодых гостей. Он пользуется косметикой и красит волосы. Ну тут так-то оба подходит. Мне кажется, что он скрывает возраст. You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 50. У него очень красивое личико у Шерлока, не как подростка, а как просто у красивого мужчины. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that.
He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. I'd like to know who you usually invite to your parties. Спасибо, конечно, Флинн, но, So наверное, able to мужскую и leave женскую royalty красоту, for a наверное, who не can стоит taste сравнивать. forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true labourers, I see. What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest Да, star для, of my для past. Флина. Для Флина, да, Тайфун, конечно. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests. Конечно, from есть anything. полный рост. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. Ладно, так уж и быть, покажу. Ой, какая-то я маленькая. Как-то так. Все, посмотрели и хватит. Ой. Какая-то я очень большая. Не знаю, о ком ты говоришь, Флинн. That's not something I know much about. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. Окей, That's not окей. something I know much about. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. С какого It аниме? was you. Я давно аниме не I could even смотрел. say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. А, Торадора? What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer Мне кажется, himself. он уже старое вроде аниме. Swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. Может, ты смотрел What shall I когда-то? call him Название then, since he's знакомое. a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. I've no idea about that. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. I've no idea about that. That's not something I know much about. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then.
Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. Так, с этим мы поговорили. Что у нас еще есть? А, вот это Матильда или как это? I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Матиста. Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Fabio knew the risks. Selling his body to degenerates who hid behind robes and masks, it could not end well. That's only your distorted understanding of safety. Officers here, they wear robes and masks too. It's a dangerous lifestyle. But it's not as though we were given many other choices. I'm just here to Блин, ask какой неудобный questions and стул, find Fabio's ёшки, motive. матрёшки. It will not bring Fabio Блин, у нее back. там какие-то метки. Ой, она еще и резалась. Self-harm. Осуждаю. Фу-фу-фу. Нельзя так. Так, наказывать себя за прошлое. Матиста — партнерша Фабио по выступлениям. У нее была тяжелая жизнь, ребенком она попала в рабство, как и Фабио. У них на теле одинаковые метки. С тех времен у нее остались шрамы, и воспоминания о давних несчастьях терзают ее до сих пор. Матиста увлекается мистицизмом, ее тело покрыто татуировками в виде оккультных символов. Она пытается забыть о прошлом. Выступление для нее — источник заработка. Так, после долгих лет издевательств Матисту больше не заботит, что происходит с ее телом. Она продается гостям и позволяет делать с собой все, что им угодно. Для нее нет никаких границ. Еще Матиста украшает кожу чернилами. Fabio and yourself were slaves, am I correct? You have a similar branding on your body. Yes. It was a long time ago. Couldn't help but also notice fresh cuts upon your forearms. The cuts helped me to forget my past, to cover the old wounds and hide them. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Gordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite, sometimes. Так, что у нас есть? О, так. Гости грубо обращались с Матистой во время званого вечера и оставили на ней синяки. Или Матиста ударил Фабио. Синяки у Матисты появились после стычки с Фабио в курительной. Ладно, давайте пока так.
Так, Корт Манчос тщательно готовился к оргии на званом вечере. Или он смыл с себя кровь после убийства. Так, нам еще надо Сантоса найти. А, его отпустили же вроде бы, да? Да, его вроде бы отпустили. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. I know you can untangle this mess. Тут же больше никто нигде не сидит. Нет. А эти до сих пор тут... Excuse me, what? I'm not sure I know. До сих пор тут стоят. Don't look at them. They'll serve us if necessary. Так, нам тогда вот это нужно. Is this familiar to you? Nothing I can tell you, sir. But А, one это, moment. наверное, не тут. Would you like to report a crime? А где мне взять улики? So much work, so little time. Good day. Ah, what? Ticket, please, if you want me to help you. I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second. I'll bring it to the table. A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. Кэм это Манчиос, получается. Письмо от Фабио. Письмо было в ящике с уликами, найденными у Фогеля. Ты в своем уме? Совсем не можешь держать себя в руках, по крайней мере, в моем присутствии. Не собираюсь терпеть твои придирки. Я буду проводить время, как хочу и с кем хочу. Я тебе не матист, ты не думай, что можешь меня купить. Я, разумеется, оставлю у себя твои щедрые пожертвования. Пусть они и не окупят твою последнюю истерику. Я ухожу. Остается только матиста. Фабио. Not the time for privacy. An emergency kit for boredom. A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. Her key to the altar room. This ex libris belongs to Manchios library. That's not for bedtime reading. Сила любви, кровь и мандрагора. В ходе задержания полицейские обнаружили эту книгу в сумке Матисты. Судя по экслибрису, она принадлежит мистеру Манчиосу. В ней подробно описан и проиллюстрирован ритуал, похожий на тот, что провели в комнате с алтарем. Подготовьте ногое тело недавно умершего. Начертайте символы Марса и Венеры, чтобы приумножить ваши дары за счет энергии мужского и женского начала. Пронзите сердце умершего золотым кинжалом, дабы вытекла кровь, что вас не любит. Начертайте символ своей любви в ожидании воскрешения и читайте заклинания. The book describes a ritual similar to the one performed in the altar room. All the keys of the mansion on one golden ring.
Werner's personal sketchbook. Thank you, officer. Так, что у нас появилось? Так, окей. Что мы имеем? Так, пойдемте еще раз с этим поговорим. Может быть, нам... Блин, не тюрьма, а пыточная какая-то. Так. Do you recognize this book? Could Matista have borrowed it from your library? She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. I've no idea about that. I've read this letter from Fabio. It had no addressee, but it was found in Mr. Vogel's pocket. Werner? Strange. I didn't think the two of them corresponded. I'm sure there is some explanation. Would you care to read it? Call me superstitious, but I don't care to read a letter from a dead man. This book, The Power of Love, Blood and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is rarely so lazy. If you say so. I don't know what to say. This is the letter the police found in Mr. Vogel's pocket. Fabio wrote it. Do you know anything about it? I don't. Although I can feel Fabio's energy. It's there, but it refuses to let me analyze it. Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the ugliness of the world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Мне кажется, все смотрели аниме, даже не зная об этом. В детстве. Те же самые покемоны, Стальной алхимик, Шаман Кинг, это как его... Блин, как же он назывался? Самурай Икс. О, вспомнила. I can't follow you here. I can't follow you here. So, the police found a letter from Fabio in your pocket. I cannot tell if it was truly in my pocket at all. Perhaps it was placed there later. Well, that is one hypothesis. If it were true, then how did it get there? No clue. But this night has been rather eccentric. Such a detail could have easily eluded me. Indeed. Джеки Чан, это же не аниме, это... Ну, я поняла, про какой ты мультик говоришь. Где они там еще какие-то фишки искали. Ну, не фишки, а какие-то эти... Вы поняли, там еще дракончики какие-то нарисованы были. Это же американский мультфильм. Так, нам нужно... Нам ведь нужно найти этого... Вот сюда нам надо. Ой, нет, не сюда. А, нет, все улики найдены. Так, нет, подождите. А где тогда этот сидит?
Возможно, Матиста провела ритуал с Фабио, чтобы тот вновь ее полюбил. Так, нужно зайти в архив и сообщить констеблю Освальду, что Сантоса нужно допросить. Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number 7. Так там же типа это как его ритуал, чтобы он воскрес и полюбил ее. В 7-й комнате для допроса. А, они тут пронумерованы? Так, давай сначала сюда. I recognize the key from the altar room among these. Завещание Курта Манчиоса с запиской. К завещанию приложена записка. Она гласит: «Дорогой мой слизняк Сантос, раз уж ты так слезно просил включить тебя в завещание, я решил его переписать. Вот моя последняя воля. Курт. Завещание гласит: Сантосу Пинчетти, мажордому моего особняка, я завещаю банку воска для укладки усов и сливую лампу в надежде, что он будет вечно помнить своего заботливого работодателя Курта Манчиоса». Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Блин, у нас не показывалась американская версия Шаман Кинга. У нас просто переводили именно... то есть, короче, Шаман Кинг — это вроде как китайское аниме вообще. Просто его перевели на английский, а русский уже перевели с английского, чтобы не переводить с китайского. Наступил в кровь. Живет в нищете, мне кажется. Сантос Пинчетти, мажордом в особняке Манчиоса. Несмотря на высокую должность среди прислуг, он кажется бедняком. На его коже видны характерные следы псориаза. Мистер Пинчетти прячет их под слоем косметики. Одежда много раз зашита и заштопана. Чтобы обновить костюм, мистер Пинчетти его покрасил. Либо очень скуп. Мистеру Пинчетти хватает денег, но он предпочитает их не тратить. Недостатки внешности он скрывает под дешевой косметикой. Чтобы костюм выглядел новее, мистер Пинчетти несколько раз его красил и регулярно зашивал. Не, мне кажется, вот это. You are the major domo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide under heavy makeup a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? I do not have a lot of means. The pay is below what you might expect.
But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest? Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always, Fabio-centric? And Batista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. Так. I know nothing about this. Don't expect me to know anything about it. Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a major domo? He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love. Cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it Мне that даже его bad? жалко You have a стало. roof above your head, a salary, and the status of a major domo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. Так, что-то Герасима. Так, судя по содержанию и словам Сантоса Пинчетти, письмо могло быть адресовано Курту Манчосу. Вероятно, Сантос Пинчетти наступил в лужу крови, когда обнаружил место преступления. Возможно, но все-таки у меня есть сомнения. Пинчетти был вынужден трудиться на Манчиоса, чтобы получить наследство, но его надежды не оправдались. Он мог, потому что специально это все сделать, чтобы... Смывая себе кровь после убийства, Сантос Пинчетти не заметил пятно на ботинке. Мне кажется, что он мог это сделать, чтобы подставить его. Так, с ними я уже не могу, да? Please let me out. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Manchios. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for... You being on a bender? Touché. Так, ой, не туда.
Что она может сказать? Could Fabio have written this letter to Kurt Manchos? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchos could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchos. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchos. Или, может быть, Курт Манчос сам его убил из-за ревности там. Dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. Так, а давайте спросим о наследстве. I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him. I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. Так, окей. Кто-то лжет. Или Фогель, или Манчиос. Одурманенный Фогель сам забрал письмо. Вернер Фогель был под воздействием различных веществ и сам не помнил, как взял письмо. Курт Манчос засунул письмо в карман Вернера Фогеля, чтобы отвести от себя подозрения. Мне кажется, что это так было. Фабио знал о чувствах Курта Манчоса и разбил ему сердце. Блин, так быстро. The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. Ой, а я что убрала? Are you done yet? Can I leave? Please let me out. Блин, а у кого мне еще спросить тогда? I know I can handle the news. Ну, блин, ладно, окей, это мое прохождение. Мне кажется, что это было убийство из ревности. Фабио много лет играл с чувствами Курта Манчоса, зная, что тот в него влюблен. Отвергнутый Манчос убил Фабио и инсценировал любовный ритуал, чтобы отвести от себя подозрения. Курт Манчос убил Фабио случайно, не справившись с чувствами, и запаниковал. Он инсценировал ритуал в отчаянной попытке избежать подозрений. Тюремного заключения будет достаточно, ведь смерть возлюбленного стала для Манчоса гораздо более тяжким наказанием. Курт Манчос хладнокровно убил Фабио, инсценировал ритуал, чтобы свалить вину на Матисту, и подложил Фогелю в карман письмо, чтобы отвести от себя подозрения. Судьба других людей Манчосу безразлична, он заслуживает казни через повешение.
Да, он гей. Но я не вижу, чтобы он очень сильно переживал. А так, я теперь могу что-нибудь спросить? Нет. Нет. Все-таки мне кажется так. И я вот так вот выберу, потому что... Нет, я против смертной казни. Конечно, все понимаю. Да, пусть будет так. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you plan. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. We can very often deduce someone's life by their shoes, or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful, and Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you, since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, Early 60s. who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. Да, конечно. Fabio played with your feelings.
That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way that you would have liked. You wanted to be loved, but Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You were passionate, and so you struck him. Once you understood your mistake, it was too late. You were afraid, so you staged the ritual. With such a story, you might be sentenced to a few years. It might clean your conscience, and soon the case will be forgotten. No. No. This is my decision. I'll talk to Constable Oswald to see what I can do. Блин, или надо было его все-таки... Надо было его все-таки, наверное, это... Да? Ну, кто мы такие, чтобы решать, кому жить, а кому нет? Я считаю, что это неправильно. There's no fool like an old fool. Kurt Manchios did it. A young boy played with the heart of an old man. The latter couldn't handle it. The evidence I obtained clearly shows that the quarrel was not intended to end badly. It was an accident. Showing pity towards your own kind, Holmes. Whatever. All I'm saying is that prison won't take much away from an old and crushed man. Fine. A big name like that will still give me a promotion. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. Нет, убил именно Манчос, потому что, не знаю, Вернер, он навряд ли, мне кажется, и Матист тоже. Отчет номер 0743. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в саду особняка Стоунвуд тело женщины. Родные опознали покойную как миссис Вайлет Холмс. Одежда женщины была насквозь мокрой. Осмотр выявил на шее покойной глубокий вертикальный надрез длиной 2 дюйма. Лицо опухшее, покрыто красными пятнами. Вероятная причина смерти – удушье. Ожидаем заключения патологоанатома. Главный подозреваемый Отто Рихтер. Арестован на месте. Тело отправлено на вскрытие. Флешбеки начались. Привет, пожилая Скалопендра. The garden. There's a garden behind our manor. How could I forget? That's where it all happened, where it all went wrong. Sherry, it looks like you've almost... Так, а что у нас, кстати, здесь? Почему я подумала, что она утонула? Потому что там сказали, что она была вся мокрая и у нее было опухшее лицо. Возможно, мамины проблемы с психикой передались мне по наследству и теперь влияют на мой разум. Майкрофт не одобрял методы доктора Отто Рихтера и не доверял ему. Так, ну здесь пока все. Что, мы можем, наверное, идти в этот? Так, где? Oh, you did it, Sherlock! The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo! It is merely the triumph of the truth.
Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? It was the best decision I could obtain. The truth must be told in the way it is most acceptable. You're making progress, Sherlock. I was right to believe in you. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity, and it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? Oh yes. It's a struggle, but yes, we can make our own decisions. That's what I fight for. And what an endless fight it is. Will you ever give yourself a break, Sherlock? You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you adieu. Так, все. Бежим. Следующий стрим, кстати, тоже, скорее всего, будет по Варусоню. Не знаю, мне что-то понравилось, хоть я там и всасываю, и у меня ничего не получается, но так-то мне первый раз понравился шутер. Так, крупицы воспоминаний. У нас был сад, он сказал. А где он? Вот оно. Sherry, please listen to me. Sherry. John, I always listen to you. You don't have to do this. You don't have to go through. I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing, angry, like a fly at the window. I know. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain. And truth. You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona, so many others we can help. There is no coming back from this. Я поняла. Я поняла. Обратно пути не будет, это финал. Perhaps now is not the time, with so much left to do. Thank you, Sherlock. Thank you. Some doors can remain closed. Cordona still calls for us, yes. And давайте оставшиеся эти сделаем. One way or another, we will find ourselves Да, back in front точка of this door, невозврат. unable to avoid the truth И any походу мы попрощаемся с Джоном, потому что с каждым воспоминанием ему становилось плохо. Скорее всего, да, так будет. longer.
Так, что, мне тут надо походить, что-то посмотреть, или что? Я что, все вещи купила, которые могли быть? А что, их так мало? И где все они? Так, я что-то слышу. We used to take a shortcut down the banisters, much to everyone's annoyance. Oh yeah, what fun. They had to fix these handrails several times. I wouldn't try it now, Sherry. Tempting though it is. Мы с Шерри постоянно съезжали по перилам лестницы в главном зале. Так было быстрее и гораздо веселее. Майкрофт слился, но сделать ничего не мог. Несколько раз перила приходилось чинить. Мне кажется, ли где-то звоночек как будто шушит. I hope Wooden Joe won't object to a new friend. Так, мне кажется, я кругами уже бегаю, нет? Да. Блин, я точно все купила? Вроде написано, что все. Какой магаз бегать? Он уже пишет, я восстановил зал особняка, теперь намного... А, зал, только зал. Ладно. Так, пойдемте сюда. Статуи львов. Блин, это все места надо найти. Так, давайте сначала сюда. Да-да-да, по магазам придется побегать. Потому что я хочу на 100% сделать. Ну, я имею в виду все задания просто. Так, в складе. На Бонапарт-стрит, и я не ела стрит. Я не ела. Я не вижу такую улицу, я не ела. Так, давайте сначала тогда эту улицу найдем. А вот она, я не ела стрит. Видимо, тут, что ли? Видимо, да. Нет, никаких логов. Ну, хотя, можно попробовать, ладно. Может, теперь профи в этом, да?
Так, а где он тут увидел? А, вот, наверное. Нет, видимо, не тут. А где мы вообще? Это так уютненько, прям не могу. Где эта афиша, не пойму. А вот, наверное. Ну вот же афиша. Джон заметил афишу на стене театра наследия. А, на стене театра. Это театр? Гамлет. Oh, so it has taken root. What's taken root? As I recall, when we were growing up, this theatre didn't welcome kids. You've forgotten, John. Come to the back entrance and I'll refresh your memory. К черному ходу надо подойти. I still see nothing. You need to focus, my dear friend. Watch me. Не понял. А. Here was our glorious stage. Ring any bells? Ah, we don't need to dwell on the past, Sherry. And Hamlet's mother, Gertrude, taking poison. What was the name of that girl? Oh, Georgina, of course. She was our neighbour. Oh, I remember her. She liked you. Джон в роли Йорика. Best supporting actor. My silent scene partner, my Yorick. Your presence inspired me. And brought me to tears. Yeah, it hurt to know that's all I could be. Inspiration. I couldn't even play the king's ghost. How's that for irony? To be or not to be? Indeed. I know why you wanted to forget. The show forced you to confront your limits, except no one else would ever see you but me. Why do you think I cried? In the end, the audience was thrilled. Грустненько как-то. Still hear their roars after the final act. Хоть и если понимать, что Джон вообще его как бы не существует, но как-то грустно все равно. Он все-таки как будто настоящий, но хотя это всего лишь больной разум Шерлока Холмса. He applauded. A huge gesture from a man for whom children on stage was an anathema. One small step for a man, one giant leap for students of the dramatic arts. Childhood is a time of naivety. I cannot now imagine seeking a career as an actor, drinking wine all day and gaily treading the boards at night. Yet you often pretend to be someone else in your search for the truth. You can't act like this side of you disappeared completely.
Quite. This, above all, to thine own self be true. Так, это у нас все. Окей, окей, хорошо, хорошо. Так, давайте пока будем бегать по магазинам. Может, найдем этих двух львов. Только бы повнимательнее бы тут все осматривать-то. Но мне кажется... А, там еще часы какие-то рядом. Exquisite furniture for you. My goods will brighten up your house. Enjoy your purchase. Так. Там еще какой-то Биг Бен стоит, как будто. Так, что-то мне кажется, вон там вот похоже есть. Так, вот. С другой стороны, что ли, это не те чеши, не те часы. Давайте попробуем с другой стороны как-нибудь обойти. Нет, скорее всего, это не те часы. Да. Хотя очень похожие были. Вообще, мне кажется, что это старый город там, потому что что-то как-то все разрушено. Между Скаладией и старым городом. Я буду глянуть. Сейчас посмотрим. Сейчас добежим до торговца. Garden statues, swings, and even more. My goods will brighten up your house. Enjoy your purchase. You'll never find such magnificent paintings and Это одна и та, что ли, сидит там? Enjoy your purchase. Так, на Нижний мост. Сюда, что ли? Между Скаладией и старым городом. Да, видимо, сюда. Story. Interested in some Cordona news? Check the front page. You won't regret it.
Что это? А, это игра. Я подумала, что какая-то подсказка. Но нет. А я тут вообще ни разу не была. Ну а чё они под ноги прям бегут? Сами виноваты. А тут я вообще что-то никаких часов не вижу. А. Так, нам куда-то туда надо, вовнутрь, да? А, вот оно. Nice find. It was well hidden, but no match. Ура! Спасибо, Тайфун. Так, следующее. Скамья на пирсе. Подсказка для ученого. Так, скамья на пирсе. Что, пойдемте все пирсы облазаем. Сколько у нас их? Раз, два, три. А, у нас всего 3 пирса. Похороны тоже праздник, Тайфун. Интересно, я у прохожих могу спрашивать про это все или нет? А, ну да, точно. О, да-да-да, это то самое место, мне кажется. Ну, в принципе, похоже. А, вон там вот еще одна есть. Скорее всего, она. Ой, это как его? В поисках закладки, блин.
Ну что, вы хотите сказать, что это не то? А, сам последний. Тут ничего нет. Блин, это, наверное, не то, да? Да, это, видимо, не то. Нет, это не то. Да, видишь, на фотографии там всего лишь 2 скамейки. Перс не такой длинный. Давайте сюда попробуем. Если нет, то мне кажется, что это... Ну, навряд ли там. Вот она, скорее всего. Да. Яхт-клуб Салаца. Еще недавно возрождение яхт-клуба представляло жителям острова неоправданной роскошью. Но когда губернатор Синклер объявил о предстоящих парусных гонках, протестующие с неохотой согласились, что деньги потрачены не зря. Подобно римлянам, народ Кордоны питает слабость к ярким зрелищам, которые расцвечивают серые будни. Ура губернатору. Так, что у нас дальше? Карета во дворе. Это променад, мне кажется, где мы недавно были, потому что там похожая статуя была. А где? Я же видела недавно какую-то статую. Вот. Нет, это не она. Так. Где у нас еще такая статуя какая-нибудь была? Кто-нибудь помнит? Наверное, на какой-нибудь площади. Навряд ли на площади основателей. Так, еще раз, что там? Не, давайте до тут добежим, окей.
Ой, блин, я в какой-то закоулок забежала. Да блински, а. Так, это не то. И это, мне кажется, тоже не то. А я даже оттуда еще не добежала. Да, после того, как Шерлок пройдем. Блин, это не та статуя. Ладно, давайте закончим. И на следующей стриме продолжим. А то я уже устала. Напомни мне, пожалуйста, тайфун на следующем стриме. Или давайте добежим, ладно. Шерин, Форт Роуд. Не, я не вижу эту улицу, поэтому давайте закончим. Еще я хочу есть и спать. Не, одна я буду. Все. Всем спокойной ночи, хорошего вечера, приятного аппетита, сладких снов и так далее. Всех чмок в пупок. Жду на следующем стриме. Кто им придет, тот лох. Все, всем пока.